Тема 723. Натуральный корм для кошек и собак. Многие владельцы кошек и собак, приученные с 90-х годов прошлого века заграничными сухими кормами для своих питомцев, поняли, что этот корм не панацея от голода. Он не настолько хорош, как натуральная еда, и иногда даже вреден. От него собаки страдают и болеют. Как люди, перекормленные обколотыми окорочками и искусственным творогом, потянулись к натуральной деревенской еде, так и владельцы собак и кошек, успевшие раскусить вредность сухого корма, потянулись к натуральным кормам. В разных городах России начали появляться фирмы, снабжающие местных собачников и кошатников натуральной едой, свежее мясо и мясные субпродукты плюс овощи и крупы. Ассортимент магазина натурального свежего корма из Екатеринбурга Екагуйон.Пес.ру. Ассортимент московской фирмы Пет-Диет.ру. Московская фирма Пет-Диет.ру, кстати, была создана всего год назад и называет себя первым в России производителем натурального корма для собак. Но даже в таком высоком статусе она не доставляет свои корма дальше 3,1 километра от МКАД, вернее, доставляет, но уже по индивидуальному тарифу. И если расстояние очень далекое, то корм приходится отправлять в рефрижераторном вагоне. Потому что все ее корма настолько натуральные, что не выдержат дальней перевозки. Вот если бы какая-нибудь из этих фирм научилась делать корма так, как делает Елена Малышева, она их замораживает и отправляет клиентам в замороженном виде. Подробнее читайте в «Еда по почте», или производитель некогда популярной в России детской каши Baby Papa, где просто смешиваешь сухую смесь с горячей водой, и получаешь вкусную детскую кашу. Тогда она смогла бы поставлять свои натуральные кормы по всей России, в контейнерах или картонных коробочках. Но если замороженные продукты доставлять достаточно сложно, почта их доставлять точно не будет, а транспортной компанией дорого, то корма в картонных коробочках элементарно. Тогда их можно будет продавать не только через розничный магазин в своем городе и свой интернет-магазин. По всей России, а вообще через все магазины зоотоваров и даже через супермаркеты. В каждом супермаркете сегодня можно найти корм и для кошек, и для собак. Но как сделать подобный корм? Точного рецепта вам не скажу, но приведу пример, как одна британская предпринимательница Люси Постинс, проживающая в США, это сделала, значит, и вы, если захотите, сможете это сделать. Она по профессии зоолог и тоже была обеспокоена здоровьем своей собаки, когда у нее от сухого собачьего корма начались проблемы со здоровьем. С тех пор она поставила перед собой цель – создать такую еду для домашних животных, которую без опаски мог бы съесть их хозяин. И она начала разрабатывать и готовить такую еду сначала на своей кухне, это было в 2002 году. Затем ее бизнес так быстро пошел в гору, что сегодня у нее в фирме 45 сотрудников и годовой оборот $30 миллионов. Потому что разработанный ею корм для собак продается не только через интернет-магазин основанной ею фирмы Thyhonest, переводится как «самая честная кухня», thyhonestkitchen.com, кстати, у него очень высокая посещаемость, 5500 посетителей в день, но и посредством 4500 розничных магазинов по всей стране, плюс множество собачьих интернет-магазинов и через Amazon.com. А именно потому, что она продает свой натуральный корм в картонных коробках. У него длительный срок хранения и его можно пересылать обычной почтой и хранить несколько месяцев на полках магазинов. И сухой корм внутри этих коробок легко превращается в натуральную еду простым добавлением воды. Потому что первоначально он был измельчен и высушен методом дегидратации. Таким способом высушивается не только мясо, но и овощи, и фрукты, и злаки. В результате получается порошок, или смесь,
длительного срока хранения и удобного использования, прямо как детское питание. Его и продавать можно точно так же, как детское питание, сразу по всей стране, во всех магазинах и супермаркетах. После появления подобной фирмы на американском рынке, конечно, появились конкуренты, здоровыми кормами занялись и другие производители. Расскажу немного о том, что помогло фирме Люси Постинс так быстро и качественно взлететь. 1. Люси Постинс была не просто зоологом, она работала в фирме, производящей сухие корма для животных и знала подноготную этой кухни. 2. Она начала свой бизнес, когда тренд спроса на здоровый корм только начал расти. Она даже первого клиента через интернет получила еще до того, как протестировала свой сайт, он ее сам нашел и заказал у нее порцию собачьей еды. 3. Конкурентное преимущество Люси – это то, что ее корм могут есть даже люди. Она специально подобрала производителя ее кормов из числа производителей человеческой еды и добилась УФДА, Американского управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов право писать на своих коробках, «Уман-граде», то есть, годно для употребления человеком. И сама неоднократно демонстрирует в социальных сетях свою приверженность к производимому ею корму. Это вызывает у ее клиентов максимум доверия, если сама основательница фирмы не стесняется публично есть разработанный ею собачий корм, значит, и для любимых собак он безопасен. Мы, по-моему, вообще не избалованы натуральной собачьей едой, поэтому нам достаточно просто изобрести такой корм и подключить к продажам хотя бы за магазины, а потом процесс пойдет сам по нарастающей. В общем, идея очень интересная. И владельцам собак и кошек такая еда наверняка понравится, как всем мамашам середины 90-х годов нравилась ореховая и шоколадная каша от Baby Papa. Если почитаете женские форумы, увидите слезную ностальгию по тем временам, когда эта каша была нам доступна. Некоторые люди, возможно, сами будут ее есть, а что? Очень удобно, насыпал в тарелку, залил водой, подождал 5 минут, и сытный ужин готов. Дело за малым – научиться делать такую еду для собак и кошек. Конечно, разработка технологии и массовое производство потребует некоторых вложений. Но без этого никак, если вы тоже хотите зарабатывать 30 миллионов, хотя бы рублей, хотя бы в год, попробуйте начать и, возможно, найдете инвестора. Американская любительница собак тоже начинала с нуля, а потом нашла инвестора. И если первоначально она готовила собачий корм на своей кухне, то потом нашла готового производителя, со своими мощностями и возможностями. Потом ей осталось только договориться с торговыми сетями о продаже ее корма, плюс регулярно появляться в социальных сетях и СМИ для его популяризации. То же самое возможно и в России. Если вы считаете, что вам это не по силам, ради бога, довольствуйтесь рамками МКАДа или окрестностями своего города, если будете просто продавать местным собаководам простую сырую натуральную еду. Тоже вариант, тем более безрисковый.